Всем привет, друзья! Я рад вас видеть на своем канале и хочу продолжить 8-ю часть моей жизни и строительства в горах в сложных условиях. Сейчас я направляюсь к друзьям. Такие помидорки мне сделала Назара мама. Класс! И вот такие огурки. Я закрыла их, бетони. Огонь. Так, хорошо. Мои новые подписчики, друзья, которые смотрят это видео впервые, мне хотелось бы напомнить, что в предыдущих сериях я уже подвел воду ближе к дому, закопал шланги, ну и пустил по ним воду. И продолжаю налаживать быт в горах. Вот такая вот посылочка. Такие вот подарочки. Инструкция. Starlink. Мобильное приложение. Руками не трогать. Подключаете кабелем. Включаете в розетку. Wi-Fi сам раздается. По умолчанию пароль в телефоне. Попробуем как-то это все настроить. Так выглядит роутер от Starlink. Посылка со Starlink пришла очень вовремя, так как в тот момент, когда я делал дорогу, я четко осознавал, что интернета в горах у меня не будет, и заранее оформил заявку на Starlink в США. Подставка какая-то алюминиевая, прикольно. Так выглядит модем. Это блок питания. Так. Это кабель для модема. Вот сюда. Длиннющий кабель, просто неимоверно длиннющий. Я не знаю, сколько он метров. Закрепил антенку. Тут она у меня стоит. Сейчас буду подключать ее к сети. Это горы. Серый кабель нужно включить в серый. Все очень просто. Есть. А белый в белый. Есть. Теперь это роутер, который раздает. Включаю его сюда. По идее так. Ставлю его. Пускай стоит тут. Раздает. Так. Модем есть. Эта фигня есть. Так, наверное, лучше. Черт возьми. Вот так вот я сделаю. Теперь 220. 220. Я включаю в накопитель свой. Вот так. Антенна, по идее, сама должна найти, но я, наверное, сейчас это не увижу. Так, антенка пока стоит
Ничего не происходит. Вообще. Но надо будет включить сейчас приложение, посмотреть, что оно покажет. Тарелка очень медленно двигается и настраивается, походу. Что-то ищет. Это не видно. При достаточно стабильном соединении появился интернет, и вот видно, какая скорость. Так, на завтра раскидал маячки. Там уже все готово, все красиво. Будет укладка. Готова под укладку пеноплекса. И вот эта вот кучка вот этим вот малышом закидывается сюда, раскидывается, этой штукой трамбуется. Такая вот история. Вот забрал посылочку. Так вот она была завязана на узел здесь. Две коробочки. Распаковываю, смотрю, что там. Одну посылку распаковал. Вот здесь какие-то одежки. Пока не достаю ничего. Вот оно здесь лежит все. И здесь ништяки. Спасибо. Я уже вижу. Вон всякие конфетки, там хобби. Вот сырок. Мягенький, правда, мягенький, но он в вакууме. Вроде не чуть-чуть, здесь немножко такой как протекший, что ли. Но так, здесь он всякие колбаски. Не знаю, что это такие. Все вот так вот запаковано. Очень сильно помогает, когда ваши близкие, друзья, родственники поддерживают вас и помогают вот такими мелочами, как какие-то гостинцы. Даже вот такая вот кукуруза. Так, последний коллектор. На этом видео это всего лишь мгновение, но вот эту вот трассу, которая сверху до этого кессона, я проводил около 40 дней. Поэтому последние 30 метров к дому мне уже казалась мелочь, которую можно решить за несколько дней. Поехали. Шланга и дома. Ростик очищает траншею от крупных камней. Вот, прокопали. Будет водичка. Внутри дома также все по-прежнему. Щебень уже уложен полностью во всех комнатах под нулевое состояние. И следующие работы это уже будут связаны с заливкой чернового пола под пеноплекс. Одна из вещей, работая с грунтом в горах, которую я усвоил для себя, это свести к минимуму работы, связанные в дождливую погоду, перед дождем, так как дождь просто может свести все ваши сделанные работы к нулю. Зальются траншеи водой, воду нужно будет отводить, грунт сползает вовнутрь, и все это начинает очень долго сохнуть. Поэтому, в принципе, все работы, которые связаны с проведением водосборника в ущелье, траншея в 30 метров заняла у меня 40 дней от начала до конца. Были моменты, когда трактор просто не хотел подниматься в гору, буксовал, его сносило, ну и, соответственно, залитые траншеи, обратно их выкопка. Так, закапываем ящичек в эту ямку, этот ящик. У нас здесь пассажир.
тоже обрабатывает территорию. Ну, короче, картошка получилась, но немножко не дождался, надо ее убирать. Не, ну слушай, нормальная картошка. Смотри, сколько здесь. Офигеть можно. Когда я только приехал, у меня в машине валялось 6 картошек. Я выделил небольшое место, закопал их, и когда копал трактором, нечаянно задел то место и выкопал весь урожай. Вот мой урожай молодой картошки. Это с 6 картошек. И то я случайно его задел ковшом. Планирую сейчас эту территорию. Вот. Поэтому картошку сняли раньше. Так, краткий обзор. Здесь у меня раз краник с водой, тоже он зимний, то есть на зиму можно закрывать. Это въезд в участок. Здесь у меня одна водичка, то есть это уже вторая получается. Вот так вот она. Здесь я ее сделал. Вот такой вот напор, все так вот оно. Так. Теперь это я сейчас здесь делаю такую одну терраску. Это третья водичка. Там четвертая водичка. В дом введена пятая. И здесь с потока напрямую источник, шестая, пока не включен. Моя картошка, урожай, копал трактором вот этим. Вот такой вот водосборник сделал. Это отстойник для питьевой. Это уже просто проточная на участок. Из двух частей отводили сюда воду, вторую часть заливали сюда. Это перелив. 22 литра сейчас в минуту течет. Померил. Такое корыто получилось. И ушло на участок. Вот тут у нас уже водичка. Это будущая веранда будет. Здесь будет подключение всей разводки в дом воды, теплого пола и так далее. Вот она уже тут. Вот уже как будто ничего и не было. Шланг уже нету, только краники торчат. Раз, два. Такая вот фигня. Весь домик на муре старый, я делаю пристройку. И вот тут мы выкладываем тоже мур. То есть сбоку будет казаться, как будто это одно целое. На самом деле вот этот кусочек уже наш новенький. Довольно-таки часто, чтобы работа не останавливалась, приходилось использовать работников, которые продолжали работу в тот момент, когда я уезжал за стройматериалами. Также для себя тоже делал выводы, что привозить в машине в легковой, в данном случае это джип, не очень выгодно, так как последующий ремонт ходовой, все вместе это большие
деньги. Дешевле, проще заказать одну грузовую машину. Это 131 ЗИЛ, полноприводный. Он, в принципе, может привезти в любую погоду, на любую гору, достаточного объема материала строительного, и какое-то время можно уже никуда не двигаться. А так, выезд с горы в село — это, можно сказать, полдня потраченных впустую. Также одни из моих рекомендаций перед покупкой участка в горах, земли в горах, домика в горах, красивых краеведов: обратите внимание на состояние дороги, и больше того, приедьте в зимнюю погоду, в дождливую погоду, посмотрите, куда стекает вода, иначе вы можете столкнуться с очень большими трудностями в водоотведении, в ремонте дороги, ну и эмоционально, скажем так, потухнуть с течением времени. Чтобы этого не произошло, оценивайте все эти вещи, и тогда уже можно смело приступать к предложению какой-либо цены продавцу. На самом деле, живя в горах, достаточно плюсов, особенно если вы творческий человек и имеете вдохновение что-то творить, вас никто не отвлекает, у вас должно быть достаточно знаний для того, чтобы их воплощать в жизнь. Вы будете увлечены, вы будете заняты. Трудности только развивают человека и позволяют ему укрепить свои какие-то навыки, проверить себя. В принципе, любая жизнь, наверное, которая связана с трудностями, она лишь только укрепляет людей. Конечно же, одна из важных составляющих — это какой-то пассивный доход, либо же дистанционно иметь возможность зарабатывать и более, скажем так, быстрее принимать какие-либо решения. В моей ситуации очень много составляющих, которые мне позволяют не просто наслаждаться какими-то спокойными днями, а достигать более таких больших целей. Одна из них — это все-таки мне хотелось бы развить этот регион, ну и сделать место комфортное для эко-проживания, соблюдая правила, связанные с экологией, максимально к этому возможны. Вот уже вода тут. Так, залили. Теперь сегодня суббота, завтра выходной. Вот. Короче, залито. Один из дождливых дней, так он выглядит. И вот после него любая работа останавливается как минимум 2-3 дня. Просто до того момента, пока все не стечет и не высохнет. Раз в несколько дней я собирал полностью всю пластмассу, весь строительный мусор, который я мог бы перепалить. И перепаливал его, потому что с этим на самом деле в горах есть большая проблема. Вот так выглядит водосборник. Вода набирается в эту ванночку, здесь отстаивается, доходит доверху, и вот эта вот труба, она не прилегает к полу, она имеет расстояние около 5 сантиметров, может быть чуть даже больше. И получается, она хватает уже верхнюю воду отстойную, уже пропускает через себя в кольцо. В кольце еще раз отстаивается, и потом только утекает в пищевой бак кубовый. Вот такая вот система. Еще, конечно, не отлажена полностью, кое-где протекает, но это еще опалубка, нужно снимать ее. Но я ее доведу до конца.
Друзья, я дуже вдячен вам за просмотр. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ну и, как всегда, подписывайтесь на этот канал. Продолжение следует.